У меня семья очень консервативная. Я выросла в христианской консервативной семье. Мне кажется, это худшее, что случалось в моей жизни. Ты не должна выделяться, ты должна быть такая же, как и все. Ходи в церковь, верь в Бога, учись на отлично. Я учусь на отлично. Учись на отлично, делай какие-то вещи, которые ты должна делать. То есть там типа закончи школу, поступи в университет, заведи семью, роди 3 детей. То есть возьми ипотеку, там, живи, как все живут, типа не выделяйся. А я какая-то неправильная. Из всего того, что хотела бы моя мама, я только учусь на отлично. Моя мама, когда только узнала, покричала и успокоилась. И сейчас она принимает меня, в принципе. У меня нет папы. Мой папа ушел от нашей семьи, когда мне было 8, 10 лет назад. Мы не общаемся, он никакое участие в моей жизни не принимает. Мой брат жил с нами какое-то время и периодически приезжает и считает, что он может повлиять на меня. Но не может. Мне все равно. Моя бабушка не знает обо мне. Моя мама сказала, что лучше она будет жить в неведении, чем страдать. Как бы мама переживает за бабушку. Но мы часто ссоримся, потому что бабушка пьет, а я не терплю алкоголизм. Я сама выпиваю иногда, но не до такой степени, типа, чтобы в запойные недели уходить, там все такое, и буянить при этом еще. Вот, ты такая неблагодарная, как ты так можешь, мы тебя растили по-другому. И потом я такая говорю, что когда ты жила в России, я сама себя воспитывала, потому что никто не занимался мной, и она сказала, что я ее очень этим обидела, пару раз меня ударила. Я вообще не собиралась открываться до 18 лет. Я считаю, что никто не должен открываться до 18 лет, если он думает о том, что их родители могут вас побить. Типа, я так думаю, я так думала. Но на удивление, все было окей. Она сказала, я считаю это неприемлемым, я считаю, что таких людей не должно быть в нашей семье, но я заберу тебя дома. Самые нелогичные действия, по-моему, на мой взгляд. Она должна была выгнать меня по плану, типа, я думала, что она сейчас выгонит меня, я буду жить одна, самостоятельная личность. Нет. Она заперла меня дома, забрала ключи и уехала. Уехала, по-моему, на работу, неважно, куда она уехала. И потом я решила не сидеть дома. А что, я должна дома сидеть, и что? Алёша какая-то. У меня пристройка просто на первом, и можно легко вылезти из кухни и спуститься на козырек, и оттуда спрыгнуть уже вниз, то есть там типа никакой травмы можно не получить. Слава тебе, Господи, я бы не спрыгнула со 2-го этажа. Моя мама мне звонит и такая, я тебе сказала не выходить из дома, почему ты ушла? Я такая, я ушла, потому что ты не имеешь права меня удерживать дома, я ушла гулять. И я вернулась домой, потому что мы тогда завели кота, и он очень сильно болел. И надо было за ним ухаживать, и там сходить в магаз. Я пришла домой. Моя мама делала вид, что ничего не было, как обычно. У нас есть такая фишка в семье, что после ссор мы не вспоминаем о них. Ну как не вспоминаем? До следующей ссоры не вспоминаем. Иди сходи в магазин. И она потом 2 дня со мной не разговаривала. 2 дня со мной не разговаривали, я типа думаю, затишье перед бурей, я очень переживала, что она сейчас возьмет, типа, на утро и задушит меня вообще. Типа, что я могу сделать? Но она вызвала меня на разговор и такая, типа, Аня, нам нужно с тобой поговорить. Я такая, да что уже такое? Она говорит, что я не принимаю твой выбор, и я его, скорее всего, не приму, но я не могу тебе препятствовать. Тебе вот исполнится 18 лет, делай, что хочешь. Типа, я не буду тебе никак мешать жить той жизнью, которой ты хочешь жить. За что я очень благодарна, потому что мой брат отреагировал на это очень бурно и сказал, что он со мной теперь, он мне типа больше не брат. Мой брат сломал мне 3 пальца на руке. На левой, вот эти 3. Господи. Вот эти 3 пальца он мне сломал. И из-за того, что, в принципе, он узнал, что я встречаюсь с девушкой. Очень люблю свою семью, на самом деле, типа. И для меня такие ситуации очень плачевные, потому что я считаю, что я не заслужила такого отношения к себе. Nu știu, așa s-a întâmplat că din copilărie vorbeam în rusă, de fapt, dar apoi, pentru că tatăl meu e vorbitor de română, eu am insistat să învăț într-o școală în limba română, în limba de stat.
ca eu să o cunosc și adică simțeam o presiune oarecare pentru că m-am obișnuit să vorbesc rusă, dar în același timp am înțeles până la urmă când deja am învățat toate clasele că a fost un lucru bun, pentru că știu foarte multe persoane care provin dintr-o familie rusă și chiar dacă tot e o familie bilingvă, totuși, dar ei rămân într-o școală rusă, până la urmă au complicații mai mari cu învățarea limbii. Dar în același timp vorbeam și cu fratele meu în rusă, între noi, dar când intra tatăl, el îmi spunea că voi! Și noi repejor schimbam, dar când el ieșea din cameră, noi înapoi ne schimbam pe rusă. Dar deja când am crescut noi ambii, și eu și fratele meu, avem o diferență de vârstă de 10 ani, dar când ne-am făcut puțin mai înțelepți, mi-a venit o idee în cap că îi zicem lui tată, ok, dacă nouă ne place să vorbim rusă între noi și dacă ție nu-ți place să vorbim rusă și tu vrei să vorbim română, haideți pur și simplu să luăm o altă limbă, a treia limbă, engleza. Și apoi el pur și simplu a încetat să ne mai roage. Mama doar în rusă. Și asta e cauza de ce noi, între ei, de exemplu, vorbeam numai în rusă. Deci eu mai mult practicam în familie limba rusă, chiar dacă, din cauza asta, tatăl meu și insista noi să vorbim cel puțin între mine și fratele în română, ca să avem o practică. У нас не было никогда долгих дискуссий на тему моего сознания, на тему того, чувствовала ли я себя когда-то другой. Этого не было. У меня были первые отношения, в принципе, то, что я тогда посчитала серьезными отношениями с трансгендерным человеком. Поэтому так получилось, что мой первый камин-аут отцу был о том, что я встречаюсь с трансгендерным человеком. То есть я начала со сложного. Я тогда, конечно, расплакалась, и к тому же узнала этого человека, и я не могла об этом не рассказать, потому что, мы присутствовали вместе при нем, и, в принципе, для меня это было такой невероятной тайной, от которой я просто хочу избавиться, наконец-то ему сказать, и поэтому я столько об этом думала, что я расплакалась, не начав даже что-то говорить, и у меня началась буквально истерика, когда я уже стала что-то говорить, и в принципе, он меня обнял, и он сказал такую фразу, что в цивилизованных странах это нормально. Это была первая реакция, которую я получила. И здесь нельзя отметить, что это было важным фактором, что я плакала, и мой папа в любом случае захотел бы меня успокоить как-либо. Но, да, конечно, потом у нас было много разговоров о том, почему он в некоторых случаях проявляет трансфобию, когда он говорит, что нет, это неправда, что нет, это же женщина, но ты же что не видишь? Я вижу, что это женщина, это все, что важно. Я ему говорю, папа, есть далеко много вещей, которые за твоими глазами. В общем, я пыталась какое-то просветительство произвести, что для, то есть, моего папы это вообще уже какая-то дабл, трипл картинка, которая, как ее вообще сложить, да. Ладно, если бы я с девушкой встречалась, цисгендерной девушкой, но нет. Ну и первая реакция была положительная, даже если он сам не понимал, чего он говорит, даже если он сам не понимал ситуацию, но он видел, как важно это для меня, и он видел, что у меня очень много эмоций на этот счет, он видел, что у меня есть чувство к человеку, и он мне дал какой-то... То есть он мне сказал такую вещь, что важно, что ты любишь, не важно, кого ты любишь. И мне не важно там, насколько... В данном случае мне не важно, насколько корректные слова он использует, как сильно, насколько хорошо он понимает, что такое сексуальная ориентация и так далее. Мне важно именно то, что он хочет, чтобы я любила, и ему не важно, кого именно я буду любить. То есть у меня за все эти годы с моего первого камин-аута закрепилась именно вот эта идея. Я никогда не делала ему камин-аут как бисексуалка или как пансексуалка.
я никогда даже не озвучивала ему это слово. Но при этом он всегда знал, когда, не знаю, я была в отношениях с людьми, которые не подходили под гендерно-конформные или гетеронормативные отношения. И это интересный момент. Опять-таки, мне в этой ситуации не было важно, если он меня, то есть, воспринимает по этой бинарной системе или нет, если он понимает, о чем я говорю. Мне действительно хватало того, что ему важны мои чувства, он ценит мои чувства, и он хочет, чтобы у меня все было хорошо. И он это достаточно ясно мне высказывал. Но для меня отпечаталось в голове то, что он очень хочет внуков. И как он мне рассказывал, как он будет радоваться, когда у него будут внуки. У меня это отпечаталось даже после всех его позитивных реакций, после всего его принятия и так далее. У меня есть эта задняя мысль в голове. И мне говорили: Боже, как хорошо. Ты не залетишь. Как хорошо. Я уже давно обсуждала со своими друзьями. И вот ты сейчас об этом говоришь. Как хорошо, что ты не залетишь. Но это мне мой брат говорил. То есть, естественно, это именно родные люди, которые об этом переживают. То есть, опять-таки, это... Я тогда обрадовалась такой реакции. Все, опять-таки, началось с вопроса, почему ты не живешь дома? Потому что мы с братом, в принципе, мало общаемся. У нас был шанс однажды пообщаться долго и хорошо. И мы друг другу задали все вопросы, которые мы стеснялись друг другу задавать на протяжении многих лет. И он меня спросил заодно: так, кстати, Паула, а ты почему вообще переехала это? Я говорю: потому что я живу, как я сказала, с любимым человеком. И он говорит: а любимый человек женского пола? Я говорю: да. И он такой: Боже, я обсуждала это со своими друзьями последние несколько месяцев. И это так хорошо, что ты не залетишь. Я думаю: какая хорошая реакция. Потом я подумала, еще 5 минут изменила свое мнение. Как бы там у нас гендерная экспрессия, она заключается в том, что ты мужик, ты должен работать и все. И физически много, и сильно. А у меня всегда получалось так, что я не так, как все, много физически работал, и физически никогда не стремился заниматься спортом, развивать мускулатуру, силу и все такое. Поэтому я как бы был слабее сверстников всех, ну, почти всегда. И это всегда возмущало родителей, и особенно отца, и вообще людей вокруг меня, потому что на меня все всегда рассчитывают, как на... Ну, сначала рассчитывали. Мы идем делать какую-то работу в поле, рубить эту лужину кукурузную. Это каждый год делается. Вся Молдова этим занимается, в общем. И, допустим, и у меня, как всегда, получается медленнее всех. Либо там мы идем еще что-то делать, и у меня получается медленнее. Потому что мне это тяжелее, и это физическая сила. Ну, вот так получилось, что в моем окружении почти все парни, они физически развиты, все стремятся больше заниматься, там, не знаю, качаться, не знаю, что, прям все. И было непонятно, почему я такой. И это всегда ассоциируется, ну, в таких простых обществах деревенских, как ты, значит, какой-то, что-то с тобой, ну, и как это, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, больной какой-то, непонятный. Вот. И поэтому у меня вот всегда вот в жизни, все время, когда я жил, я все время считал себя каким-то просто больным. И вот и больной, не такой. Ну, а какой не такой, я сначала даже не понимал до 13 лет. Ну, мама всегда старалась защищать, а отец все время такой, ну, как бы говорил правду, матку рубил, вот он не может это, вот он не может то. Он, знаешь, он как будто, вот у меня, как будто он купил какой-то
аппарат, и этот аппарат что-то не может, и он не может, и надо его выбросить, либо что-то с ним сделать, давай уже решай. И мама постоянно защищает этот аппарат. Да нет, это хорошая фирма, да может он еще со временем еще будет и как-то нормально работать, да не знаю, что, да оставь его в покое, и вообще ты просто придираешься, потому что там у меня вот, и в общем, они постоянно ссорились. Я чувствовал, что я как бы являюсь каким-то вот причиной вот этих всех, ну, ребенок всегда чувствует, что из-за него вот родители там ругаются на кухне или что-то такое. Я постоянно был свидетелем вот этих вот постоянных стычек, и я чувствовал, что это как будто из-за меня, потому что постоянно про меня что-то там, что-то я там не так, но я как бы старался компенсировать свою вот эту вот болезнь чем-то таким, чтобы стараться что-то делать, там, хорошо учиться, стараться, там, или еще что-то, быть все время хорошим, не делать ничего плохого, отрабатывать обществу свой долг, быть хорошим перед обществом, иметь хорошие оценки, там, это, ходить, там, это, общаться со всеми хорошо, всем улыбаться и все такое. И уже это для меня было как потом само собой разумеющимся, что только и так можно жить. Надо постоянно отрабатывать долг обществу. Потому что если ты перестанешь его отрабатывать, тебя напомнят, кто ты есть, и укажут тебе твое место. Но сначала постепенно, сначала это как бы полное игнорирование в детстве, как в детстве, с 13 там, в 7-8 класс старался как бы это все избегать, просто никаким образом это не демонстрировать и избегать тем разговоров на эту тему, вообще всего. А потом, когда это уже стало невозможно, уже надо было как-то объясняться уже как-то, почему почему я не такой, это видно, и я просто не делаю чего-то как все. И у меня, когда выходили разговоры на эту тему, там, допустим, мама постоянно же спрашивает, там, ну, смотри, там, у этого, вот, у нашего соседа, там девочка, у твоего одноклассника, там, девочки, там, а у тебя что там? И постоянно мне приходилось как-то так изворачиваться, что нету девочки по каким-то таким разным другим причинам, а тебе кто-то нравится? Ну, я думаю об учебе. А, да, у меня такой хороший мальчик, что он думает об учебе. Это так классно, хорошо. Девочки, это такое, это несерьезно, пока вот вырастешь, там, дальше там уже будет понятно. А сейчас пока ничего страшного. Уже, в принципе, родители что-то переживают, и что-то им уже некомфортно как-то. И вот это чувство опять вины. Ну, я и сам с собой не в ладах, еще и они со мной не в ладах, и я ни с кем вообще не с собой в ладах, ни вообще. И из-за этого такое чувство растерянности, потерянности и непонимания, что меня ждет, и как я буду вообще жить, и что же мне делать. А меня все удерживали, особенно вот сестра, которой я еще давно рассказала о себе. Именно она, допустим, меня удерживала: не рассказывай маме, это очень большой удар, ты ее просто этим вышибешь из колеи. Не рассказывай так, не делай то, не делай это. Не особо показывать себя такой, какой я есть, именно из-за мамы. Я понял, что именно вот мама — это то, что удерживает меня от жизни и от того, что я могу быть тем, кто я есть. Просто настал такой момент, когда я окончил учебу, и как раз я вот типа начал жить более-менее самостоятельно, и теперь-то я могу рассказать. И теперь мне уже не будет страшно, что я там не получу поддержку, меня выгонят из дома, либо еще что-то такое. Теперь я понял, что можно рассказать. И вот я рассказал, конечно же, это был шок, слезы, потом много чего еще. Ну, в принципе, мама, хочет того или нет, она меня как бы, вот, люблю это слово, она меня приняла, хотя мне оно не совсем нравится, она меня приняла. И сейчас приятие до сих пор происходит, оно в процессе. Ну, это... Deseori când eu făceam un coming out față de cineva, eu mai mult vorbeam despre esență. Deci, pentru mine, probabil, termenul nu e așa de... nu are o importanță mare, la moment cel puțin. Și deseori, ca să ajung la o persoană mai bine, eu vorbeam doar despre esență. Și despre mine, cam
pe parcursul anilor când eu creșteam, când eram adolescentă, nu mă gândeam la asta, deci cam venea natural. Dar când am început să mă gândesc la asta, eu parcă aud istorii amuzante despre cine cum a realizat și mă gândesc, păi, dar eu nici nu m-am gândit niciodată în viață despre asta, despre mine. Și mi-am amintit că jucam cu păpușele, care au fost și două păpușe fete și două păpuși băiați. Eu nu aveam calculator de-al meu, la ai mei 11 ani probabil atunci, dar fratele avea în camera sa calculator, de care eu din când în când puteam să mă folosesc. Și eu am mers la calculator și am vrut să privesc un film. Și țin minte asta acum așa prin abur, dar am găsit un film care mi se pare că se numește Vădinăie Lilie. Și acolo două fete cu vreo 3 ani mai mari ca mine, ceea ce deja e un factor important, nu știu ce, o istorie de dragoste care așa, parcă foarte pasivă și bazine în care una se descolește și alta privește și mă uit la asta și parcă, Doamne, eu parcă mă uitam în acel moment la porno, așa de, блин, русский. Со мной никто не говорил на тему сексуальной ориентации, конечно. Мне читали книги там про подростковый возраст у девочек. То есть меня информировали про какие-то такие вещи. Это я к тому, что не так, чтобы меня полностью там отрезали от сексуального образования. Я всегда радовалась этому, что мне с раннего возраста рассказывали какие-то вещи, да. Но даже несмотря на то, что у меня не было никакой информации, со мной никто не говорил, я чувствовала себя очень странно и даже как-то стыдно, когда я смотрела, когда я наткнулась на этот фильм «Водяные лилии». И я действительно так из-потишка это делала, посматривала так, чтобы никто не зашел в комнату и так далее. Но это было примерно в 10-11 лет, когда я на него наткнулась. Ты себя начинаешь так вести абсолютно неосознанно, автоматически, потому что тебя так учат, даже если это происходит не специально, знаешь. Но видишь, обратная сторона этого, то, что когда один мой одноклассник, мне кажется, в 9 классе, который, в принципе, вел себя довольно как бы неадекватно, и, в принципе, его действия воспринимали как норму, потому что он всегда себя так вел, то есть никто уже не обращал на это внимания, он стал шутливо как-то ко мне лезть, и потом он просто положил руку мне на колено, мне этого хватило, я начала на него кричать, возмущаться, не знаю что, останавливать его, и у него была, в принципе, такая манера, что как бы все, что я делаю, это шутка и так далее. Я об этом рассказала. Я, кстати, была горда собой, что я, в принципе, пошла и рассказала об этом кому-то, но в то же время чувствуя какую-то неопределенность, потому что даже какую-то вину, потому что, ну, подумаешь, он просто прикоснулся к моему колену, а я из-за этого как бы что-то делаю. Ну, может быть, не я сама виновата, а просто достаточно ли это большая проблема, чтобы я обращалась с ней к кому-то. И я обратилась тогда к классной, и классная сказала, что, ну, знаешь, эти мальчики растут и так далее. Но в итоге я с ним прекрасно разобралась один на один. У нас в классе был один чувак, который нацист. Он себя позиционировал как нацист. То есть он действительно позиционировал так, что у него идеология такая, он читал «Майн кампф» на уроках и так далее, и он этим гордился. И, то есть абсолютно два разных взгляда на мир, у меня и у него, но при этом мы с ним выходили на перекур, и мы с ним обсуждали разные вещи. Ему нравилось подстегивать всех и стебать всех, но особенно меня. И, в принципе, у нас была такая баунси игра туда-сюда. Мы друг друга как-то, не знаю. Ну, больше он нападал, я защищалась, но все это в шуточной форме. И он в итоге мне сказал... он хотел мне как раз одолжить сигарету. Ну, в общем, он очень хотел тогда курить. И он сказал, да, это он сказал, что даже несмотря на то, что ты такая, я возьму у тебя сигарету. У меня был... сравнительно, относительно для моей жизни довольно позитивный экспириенс, опять-таки. Было очень много подколок, было очень много шуток, но, не знаю, для меня это был какой-то момент преодолевания себя, когда я понимала, что
столько времени, сколько они меня не булят, то есть действительно не происходит ничего дискриминационного, допустим, и плюс они меня не булят никак, есть какие-то вещи, которые, да, переходят мои границы, но я бы это для себя не назвала буллингом. Столько времени я стала понимать, что я контролирую эту ситуацию. То есть я могу сама сейчас на нее повлиять. Если я буду закрытой, если я, не знаю, не стану ставить свои границы в этой ситуации, даже в ситуации, когда кто-то шутит, потому что это очень удобное положение, когда ты что-то говоришь, но ты говоришь это в шутливой манере, и вроде как ты не можешь ничего ответить человеку. Я решила, что как бы я буду говорить столько времени, сколько я чувствую, что у меня есть на это силы. Я буду говорить, что это не окей, или я буду в такой же легкой манере переводить все как бы в русло того, что это не окей, опять-таки. И если, не знаю, если я хочу с ними общаться, то я могу это делать. И я могу продолжать быть открытой. И в один момент, когда я довольно и осознанно, и неосознанно шла по такой тактике, они действительно мне стали задавать те вопросы, которые они задавали на протяжении долгого времени. Что такое защита прав ЛГБТ? Почему нужно защищать права ЛГБТ? Есть ли люди, которые это поддерживают? Они сами же, то есть эта группа людей уже, не знаю, с каким-то отчуждением относились к одному человеку из этой группы, который высказывался словами типа «пидор» и так далее. То есть они такие: так, замолчи, сейчас, так почему это нужно делать? Ну, вот примерно такое, по крайней мере, потому что я заметила. Есть люди, к которым я могу обратиться, но проблема в том, как я привыкла воспринимать какие-то несправедливости, которые происходят со мной или с другими людьми на почве моей сексуальной ориентации, например. То есть я настолько привыкла не брать их достаточно во внимание, что думаю, если бы я оказалась в какой-то ситуации, я могла бы в первую очередь поставить под сомнение важность этого вопроса. Это могло бы меня остановить, не пойти сразу в полицию, например, да, и рассказать об этом. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, с самого маленького, еще когда в садик ходил, я уже понимал, что... Не тоже понимал, но было какое-то такое уже ощущение, что я как будто не вписываюсь в такую... Я не как все мальчики, и не как все... И не девочки, и я не знал, что мне делать. Я понимал, что я какой-то вот другой, не такой, как они. Мне нелегко так быть вот с мальчиками, либо с девочками, либо это. И я не понимал, где мне быть и вообще, что мне делать. Есть какая-то такая часть меня, которую надо будет постоянно как-то заглушать и не показывать, потому что вот будут вопросы, и будет очень все это как бы некомфортно мне, если я не буду это постоянно вот держать в себе. Я помню, как это было вот в 3 классе, 4. Сначала все как бы друг друга изучают каким-то образом, даже особо коммуникация не происходит, но все смотрят, кому с кем комфортно, как, что. 4 класс, 5 класс уже как бы более такие складываются отношения. И в 5 классе, наверное, не знаю, в общем, меня перевели в другую школу, и там у меня складывались отношения уже как-то к такому какому-то особому новичку. Я учился лучше, чем те, кто... В общем, так сложилось, что девочки типа учатся лучше, чем мальчики. И я учился более-менее нормально, и поэтому больше как бы относился к девочкам, и все ко мне тоже как-то вот, хотя с уважением относились из-за того, что я из-за того, что я за себя особо постоять физически не могу, издевались как бы с этой стороны. И потом я как бы сначала в 6 классе, когда я перешел 1-й год, нормально, потом уже 7 класс уже стали как бы больше так как-то относиться к этому ненормально, что как это ты не хочешь быть как все мальчики. Я помню, даже где-то в 8-9 классе уже было
непростительно тем ребятам, кто со мной здоровается. Им это было непростительно, если кто-то со мной поздоровается. Значит, ты как бы не мужик, если со мной кто-то здоровается. Вот. То есть было принято, все старались, как бы, кто-то, если даже здоровался, то старался так, чтобы это было не всем видно, либо так, чтобы как бы, либо уже проявлял такую сильную прям, не знаю, смелость, либо еще что-то такое, кому было вообще насрать на чужое мнение, кто мог со мной поздороваться. Эмоциональные, как расслабление в каких-то таких, и приходишь домой, включаешь телевизор уже как-то и смотришь что-то свое любимое, что-нибудь, и как бы вот в это время отдыхаешь. Это было единственное время в сутках, когда ты мог отдыхать, потому что в остальное время ты либо общался с кем-то, и как-то постоянно это общение тебя как-то не особо нравится, либо ты что-то делаешь, там уроки, идешь в школу, идти в школу это капец, особенно идти в туалет в школе, это был такой стресс все время для меня, идти в туалет мужской. Капец, мне это так не нравилось, и это потому что это контакт постоянно с какими-то непонятно кем, и вообще одно время у меня просто я не выходил просто из класса, потому что я не мог, потому что я поняла, что если я выйду из класса, мне придется со всеми общаться, и это будет, скорее всего, какое-то эмоциональное насилие, либо высмеивание чего-то, либо еще что-то. Я просто сидел в классе все время, целые несколько лет. Просто у меня было такое, что я просто сижу в классе. Если мне куда-то надо идти, я только и хожу, что-то по делу. Я никогда не иду просто так с кем-то разговаривать, что-то такое. Только куда-то по делу стараюсь выходить в туалет только во время урока, чтобы меньше людей встречать в коридорах, еще где-то на улице. У нас туалет на улице, как в селах. В один момент я думал, надо что-то делать, давай, может, на турниках, давай я постараюсь зависать с пацанами побольше, может, ходить с ними что-то. Но это было настолько невыносимо. И там у меня была кличка Шакира еще такая, да, представляешь, она преследовала меня все время с 4 класса, это пиздец. Когда мне говорили Шакира, это была такая, типа, унизительная кличка, типа, мальчика называют Шакирой, значит, он шалава, ну, типа, такое. Когда этот пипец постоянно в голове, ты постоянно стараешься что-то сделать, компенсировать его чем-то, ты что-то стараешься там делать кому-то там просто так, что-то такое хорошее, тебя считают дурачком, что ты просто так это делаешь, ты просто кому-то пытаешься добро сделать, компенсируя вот какие-то свои вот эти фишки там. И, в общем, я очень много чего делал, допустим, там этим ребятам я постоянно там, ну, не знаю, там писал сочинения, кому-то переводил на румынский что-то, кому-то надо было, там постоянно что-то делал, и вот все на меня так рассчитывали постоянно. Я понимал, потому что думал, может, они просто меня используют, а я просто, типа, этот литературный раб, ну, и примерно там, я просто раб, и меня просто используют, от меня просто получают пользу, рано или поздно от меня перестанут получать пользу, и я вообще тоже не буду котироваться нигде и никак. У меня не было ни одного человека, которому хоть как-то мог бы на это намекнуть. Я с этим один вообще не справлюсь, потому что вообще нет ни одного человека, которому я мог бы что-то сказать. Примерно и так было понятно, как бы и так все как бы понимают, и как бы, но пока им прям не скажешь это не будет восприниматься как что ты гей. Тебе нравятся девушки? Точно? Мне все время спрашивали, тебе точно нравятся девушки? Я говорю, да, а вот какая там девушка тебе нравится, а какие тебе девушки? И я понимал, что в их вопросе нет такого конкретного ожидания ответа. Они понимают, что что-то не то, и не ожидают, что ты сейчас им признаешься, и, конечно, ожидают, что ты сейчас будешь изворачиваться. И им приятен процесс того, как ты изворачиваешься. И я это понимая, все равно изворачиваюсь, и надо просто как-то стараюсь быстро поменять тему, либо чем-то заняться, либо что-то сделать так, чтобы избегать этого, и это все очень неприятно, и по крайней мере, это было так в школе. Все время старался, искал, кому бы открыться, кому бы сказать, как бы так или иначе. И очень осторожно это делал, избирательно, кому сказать, а потом, то есть, все еще было такое чувство, что надо выбирать, надо смотреть, быть осторожным, то что такие последствия будут страшные, катастрофические.
свободно мыслящего человека. Все боятся, никто не рассказывает ни своей семье, ни на работе, ни друзьям, никому. Все стремятся быть в таком коконе и максимально. И это считается ценностью, если ты умеешь вести такой образ жизни, если ты достиг чего-то, ты работаешь, ты там помогаешь своим близким, ты что-то делаешь и не рассказываешь про это, ты держишь полностью в секрете свою личную жизнь, и у тебя есть еще и у тебя есть, допустим, кто-то, и ты с ним живешь, что уже как бы является вызовом обществу, немногие так себе могут позволить, и ты должен обязательно все это скрывать, и тогда ты ценишься в обществе, и даже если тебя кто-то узнает, тебе делают как бы скидку, потому что ты как бы скрываешься, ты стараешься для этого общества скрыть все свои пороки, и будет скидка. А если ты начнешь о себе открыто говорить, все, начнется ужас. Реакция, казалось бы, раньше мне всегда было страшно, как это я буду жить в стране гомофобной, и как можно вообще так, чтобы кто-то узнавал. Обязательно будет какая-то такая очень плохая реакция. Оказывается, нет. Реакция неплохая, и реакция такая нейтральная. Не знаю, что позитивная или что-то такое, но люди как-то, они шокируются сразу. Непонятно, зачем я им сказал, и они не могут понять и не могут связать это с чем-то логическим. И как бы для них это просто как будто я что-то такое им сказал, что непонятное, но и мы дальше продолжаем разговор о том, что там сколько, как и что. А это как бы просто ушло на второй план и все. И потерялось. И они как бы просто сейчас знают, но просто как бы оно уже не... Я понял, что они как бы, это возможно даже обесценивает мою идентичность. То есть я как бы сказал, я раньше думал, что это будет так важно, а это оказалось просто, ну да, и все дальше пошли. Ну ты еще как бы нормальный гей. А вот есть такие ненормальные, которые очень манерные. А вот я их не понимаю. Вот я знал одного, он был настолько прямо, что там так ходил и так одевался, что хотелось ему вмазать. А вот ты вроде бы нормальный пацан, ну с тобой еще можно как-то общаться. То есть... И я ему, конечно, говорю, что... я понимаю, что я сильно не поменяю мнение его насчет этого, но, тем не менее, теперь у него будет знакомый, коллега, друг, еще кто-то гей, у кого-то там это. И я понимаю, что я, может быть, в глобальном масштабе мало чего поменял, но для себя мой мир изменился полностью. И это дает мне... такое чувство удовлетворения, что я делаю что-то, потому что у меня всегда было такое желание что-то поменять. И, конечно, с этим связано много сложностей, и много постоянно приходится на эту тему с кем-то говорить, кому-то объяснять. Иногда это приносит неудобства, иногда это не совсем хочется вообще, и не всегда это так приятно и хорошо, но тем не менее это то, с чем я живу. Я поменяла в своей жизни 10 школ. Я никогда не оставалась на одном месте, чему я, в принципе, рада и не рада одновременно. Потому что у меня был в жизни один самый прекрасный класс, по которому я теперь дико скучаю. Типа, это был 9 класс, и они были жутко толерантными и самыми классными людьми в мире. Но вообще, да, я сталкивалась с агрессией. Где-то в 7 классе я, в принципе, себя осознала. Как? Тогда, на тот момент, лесбиянку, но в будущем я поняла, что это не так. А когда я себя осознала, я никому об этом не рассказывала, потому что мне было, как это так? Я лесбиянка? Что это такое? Но я была в такой компании, которая, в принципе, они были неформалами. Там были и эмо, и панки, и не знаю кто. И они, в принципе, относились ко мне нормально. То есть я видела, что там есть лесбиянки, или бисексуалки, или бисексуалы. И, в принципе, они такие, типа, ну окей. Я сделала тогда свой первый камин-аут в школе, перед своими одноклассницами. 3. Одна из которых до сих пор моя лучшая подруга. Это очень приятно для меня. И вот тогда началась какая-то такой небольшой шейминг. Моя одноклассница, которая об этом узнала, она начала орать об этом на весь класс и говорить, что это неправильно, что я такая плохая. Она начала меня материть. Мы как бы помирились на камеру, перед завучем, что все хорошо, конфликт исчерпан. А потом я в 8 классе переехала в Сороки, и это была моя большая ошибка, потому что, ой, боже, Сороки — это отвратительно. Я ничего не имею против Сорок.
Там есть хорошие люди, правда хорошие, но есть мой класс, бывший. Они были самыми, наверное, нетолерантными моими одноклассниками, которые были в моей жизни. Меня избивали на почве моей ориентации, гнобили, шеймили, просто вот типа все вот так вот на меня. Вот. Через полгода я уехала из Сирок. Я вернулась в свою старую школу, к своему старому классу, и они, в принципе, все уже, оказывается, знали обо мне. Вот такая я неаккуратная. Они узнали обо мне и такие, типа, ну... Они спрашивали меня по фану, типа, а каково это встречаться с девушкой? А каково? А кто еще знает? И я такая, типа, блин, не надо мне такое спрашивать, я вам не отвечу. Была такая жуткая история, что у меня была девушка из моего класса, которая все рассказала моей маме о наших отношениях, о том, что у меня есть друзья, которые пьют, которые курят. И моя мама заперла меня дома, и, в принципе, тогда узнал мой брат, который сломал мне пальцы. Ну, это был 9 класс уже, получается, первый семестр 9 класса. И потом из этой девочки у меня появилось много проблем, то есть все в школе я ходила, шептались, и меня толкали на переменах, то есть такая агрессия пассивная. Она не была активной, то есть никто мне в лицо не говорил мне, что ты лесбиянка ссаная, как ты так можешь. Все за моей спиной. Ко мне как-то подошла моя другая одноклассница и спросила, а это правда, что ты лесбиянка? Или это все шуточки, слухи? Я такая, ну, я не лесбиянка, но я не гетеросексуальна, поэтому, в принципе, в чем-то они правы. Типа, я не могла отрицать, что они полностью неправы. Как-то раз на уроке истории ко мне подошел мой одноклассник и такой, Аня, я такая, что? Он такой, а это правда, что ты лесбиянка? Я такая, да почему лесбиянка? Я такая, типа, ну, я встречаюсь с девушками, я пансексуальна, но тебя не... Типа, я не буду тебе посвящать, что это, я встречаюсь с девушками, все. Он такой, типа, вау, у нас в классе теперь есть не гетеро. Был инцидент в 9 классе. Изначально этот инцидент в школе, в целом в школе, именно не к моим родителям относящийся, а в школе, появился из-за того, что моя девушка на тот момент поцеловала меня при учительнице по истории. Моя учительница по истории пошла, рассказала это завучу, директору, всем учителям, то есть подняла этот вопрос на педсовете, как будто я зигу кинула, блин. И меня вызывали к директору и спрашивали меня, а это правда, что ты по девочкам? Она не могла сказать слово лесбиянка, спросила, по девочкам ли я? Я сказала, ну, кто вам такое сказал? Она сказала, ну, учительница по истории видела, как ты целуешься с девочкой. Я говорю, что я чмокнулась с ней, я могу чмокнуться с любым человеком, независимо, кто это, и это не означает, что я по ком-то. И, в принципе, мне не пришлось делать камин-аут такой неожиданный, потому что, в принципе, я считаю, что администрация школы не должна быть посвящена в такие вопросы моей личной жизни. Мои одноклассники сейчас сравнивают пансексуальность. Когда я камин-аутилась перед своими нынешними одноклассниками и сказала, что я не лесбиянка, я пансексуалка, это было, наверное, первый раз моего камин-аута, когда я именно прямо сказала, ну, перед незнающими людьми, что я пансексуалка, и объяснила им, что это. Один мой одноклассник спросил, а с животными ты тоже спишь? Мне кажется, что именно в Молдове очень легко можно получить люлей. Я получала люлей за то, что я являюсь тем, кем я являюсь. Как-то раз я шла за руку с девушкой, нас поймали гопники и избили. Я не думала, что меня забьют в Молдове. Типа, снова из-за того, что она же девушка, она перебесится, это же... Ей просто нужен член. Ничего мне не надо. Спасибо. Но мне кажется, что то, что меня избили, это было скорее исключением из правил, чем какой-то именно постоянной практикой. Они были пьяны, то есть еще фактор того, что они были, нетрезвые, тоже играет роль. Возможно, если бы они были трезвыми, они бы просто там, пошушукались, не знаю что. Но из-за того, что они пьяные, возможно, они что-то еще и принимали. Я не могу сказать. И я не заявляла о них в полицию. Потому что, когда я сказала своей семье о том, что меня избили из-за того, что я шла за руку с девушкой, моя семья мне сказала, что ты заслужила вообще-то как бы это, ты как бы знаешь, кто ты такая.
Я могу сказать с уверенностью на 90%, что со своей семьей я коммуницировать не буду, если у меня будет однополая семья или моя партнерша или партнер будут небинарными персонами. У меня есть такой план, как выйти замуж за своего друга гея. Это наш общий план, на минуточку, это не только я так думаю. Выйти замуж за него и просто жить двумя семьями в одном доме, чтобы когда приходили мои родители или его мама, то что мы такие типа, я его люблю, и он меня любит. Все хорошо. Я не считаю себя частью общества в целом. То есть я не считаю себя частью своего класса, например. Я не всегда считаю себя частью своей семьи даже. Ну, типа, потому что в моей семье принято по-другому, и мне становится некомфортно в этой компании, да. Мне становится некомфортно, но я чувствую себя частью ЛГБТ-сообщества, очень активной частью ЛГБТ-сообщества, потому что с тех пор, как я стала волонтеркой, я делаю очень много. Я делаю какие-то вещи, которые, я считаю, раскрывают видимость ЛГБТ-сообщества. И, в принципе, всем, с кем я знакомлюсь, я могу теперь открыто говорить, что я часть ЛГБТ-сообщества, я волонтерка там-то, там-то, и что учить их каким-то таким простым правилам, как, я не знаю, использование более корректных выражений и всего такого. Я считаю себя именно частью ЛГБТ-сообщества, не общества в целом. Говорить о своей сексуальной ориентации у нас не принято. Это считается ненормально. Ты должен молчать и говорить это только своим лучшим друзьям, только твоим хорошим знакомым, открываться им. Всем остальным лучше не говорить, так принято. А когда ты заявляешь об этом как о себе, делаешь это частью себя, они не могут. Они даже в разговорах и, в принципе, в общении стараются это как-то отслоить это и брать только тебя как без этого. А когда это с тобой примешивается, это уже другое. Это уже шутка, это уже тема шутки, это уже тема еще чего-то. Это уже не тема серьезная, это уже не ты, как бы, это уже ходячий анекдот. Я думал о том, какое будущее в Молдове для ЛГБТ-людей, и, наверное, это все об этом думают, особенно ЛГБТ-люди. И мне кажется, что у нас даже через 10 лет не изменится что-то кардинально. Что-то улучшится, несомненно, что-то будет легче. Я думаю, что все идет в более позитивную сторону, но кардинально что-то измениться за 10 лет у нас не сможет. На это нужно как минимум 50 лет, потому что у нас очень сильное влияние нашего прошлого, нашей страны, которое нельзя так просто за 10 лет поменять. А это влияние, оно напрямую воздействует на мнение людей об ЛГБТ и, в принципе, на наш менталитет. Поменять даже одну часть отношение к ЛГБТ-людям это очень сложно сделать просто за 10 лет. А важно именно поменять мнение людей, в смысле заставить людей поверить. Не поверить, а как бы убедить людей в том, что ЛГБТ-люди такая же часть общества. Это сложно сделать за 10 лет, и я не вижу возможности сделать это за 10 лет. Это очень короткий период для истории нашей страны, чтобы так что-то изменилось. Я не верю в то, что будет. Da, eu mă simt o parte din comunitatea LGBT+ în Moldova, necătând la dificultățile cu care, nu știu, care ne împiedică să ne unim atunci când e timpul să ne unim. Mi se pare că homofobia internalizată pe care o avem noi toți și toate, din cauza condițiilor în care trăim, în care aceasta se formează, ne permite prea puțin să ne unim unii cu alții și să fim deschiși cel puțin unii față de alții. Și asta e un factor major care eu cred că ne împiedică să ne unim, să ne consolidăm și să discutăm despre aceleași întrebări care ne deranjează pe noi toți.
oricum, probabil dacă eu nu aș avea posibilitatea să călătoresc, nu aș avea posibilitatea de a mă relaxa într-un fel din când în când sau de a vedea o altă lume sau o altă societate sau ceea ce nu mi-ajunge aici în Moldova, nu aș putea rămâne aici. Poate ar fi paradoxal, dar dacă eu nu aș fi o persoană din comunitate, eu probabil nu aș rămâne în Moldova, pentru că pentru mine faptul că sunt din comunitatea LGBT este o motivație de prim plan de ce eu vreau să rămân în Moldova și este anume acel aspect social pe care eu aș vrea să-l schimb și despre care eu cunosc ceva. Și este unica metodă pe care o văd și cu care eu aș vrea să contribui în țara în care noi trăim și în societatea în care noi trăim. Deci, dacă nu aș fi LGBT, eu probabil aș dori să mă mut în Молдова. У меня автоматически восприятие Молдовы как страны, как нетолерантной страны, да, или страны, которая не принимает все разновидности, которые есть. Страна, в которой нужно быть определенной женщиной и рожать детей, ходить на куматри и так далее. У меня просто какое-то воодушевление, большое счастье, если я вижу, что что-то не идет по этим правилам. И главное, что большой шок. Но я особенно осознала, как часто я обесцениваю людей и то, на каком уровне понимания друг друга они находятся. Когда я пошла на блошиный рынок, и там женщина, которая просто продавала чашечки, которые вы, кстати, снимали там на столе, она спросила, что вы думаете, что люди, которые на базаре, они не читают газеты, что они не смотрят телевизор, мы вот все знаем, вы вот поддерживаете права человека, а интересно, вас поддерживают другие организации или нет? И это не по теме, просто это был для меня один пример того, какой потенциал у нас есть, и как люди на самом деле готовы к каким-то изменениям. Я очень люблю Молдову. Я очень верю в то, что тут все действительно изменится через 10 лет. Очень надеюсь на это, потому что через 10 лет мне будет 28, я буду строить свою семью. Я хочу, чтобы я строила ее в Молдове, я не хочу, чтобы мне пришлось уезжать куда-то. И мне кажется, что люди, которые похожи на меня, они будут чувствовать себя более комфортно лет через 5 уж точно. Как минимум через 5 лет они будут чувствовать себя очень хорошо, потому что общество действительно меняется, и это заметно. В последнее время это более заметно, то есть там какие-то, не знаю, менее резкие высказывания, меньше гомофобии. Я встречаю в последнее время больше молодежь становится, подрастающее поколение, они становятся более толерантными, и это очень классно. Мне кажется, что через 10 лет, если я буду строить свою жизнь, строить свою судьбу с женщиной или небинарной персоной на территории Молдовы, это будет невозможно. То есть я не смогу... Я надеюсь, что я смогу хотя бы заключить брак, но усыновлять детей я точно не смогу, я думаю. Я захочу уехать. Если власть не поменяется. Я уверена, наверное, на 70%, что если власть будет оставаться такой же, как сейчас, во что я не верю, вообще не верю, надеюсь, я уеду, потому что пока у власти стоят люди, которые сейчас стоят у власти, ничего меняться не будет. То есть, никакого тебе развития, прогресса. Все чаще я застаю себя за мыслью, что я не
как-то не вижу себя в этом будущем, в этой стране. Потому что как я так буду жить? Хотя, с другой стороны, это такой, типа, парадокс, что ли. Я здесь не свой в своей стране. Если я уеду, я там тоже буду не свой, тоже буду мигрант. И тоже мне тоже сложно придется, потому что это тоже будет что-то другое, чужое. И получается, я нигде не свой. И это сложно вообще понять это, потому что кажется, что если ты уедешь в страну, где к геям хорошо относятся, хорошо там ко мне как геи будут хорошо относиться, но я буду мигрант, и у мигрантов есть свои проблемы в других странах. И, конечно, есть более дружелюбные к мигрантам страны, менее дружелюбные, но тем не менее это будет тяжело. Легкого пути не будет. Даже если я захочу переехать, даже если я захочу остаться, все зависит от нас самих, как мы будем относиться к этим трудностям. Если мы будем более позитивны к этому сами, если мы будем стараться делать что-то лучше для себя, оно будет для нас хорошее, это будущее. Ну, или, по крайней мере, не такое плохое, как мы себе представляем. Главное изменить ход мыслей своих собственных. И неважно даже, в какой мы стране находимся. Мы можем находиться даже в самой дружественной для ЛГБТ стране, и тем не менее не ощущать себя в депрессивном состоянии. Все зависит от того, насколько мы умеем преодолевать трудности. Надо научиться это делать. Я думал о том, в какую страну ехать. Конечно же, это будет Европа в любом случае. Я думал, может быть, Нидерланды, может быть, то есть скандинавские страны куда-нибудь в такое место, где там Дания, Норвегия, Швеция, что-то такое. Потому что Германия, потому что, ну, исходя из того, что я знаю об этих странах, там мне было бы комфортнее жить. И я так чувствую, что как бы это то, что мне подходит больше всего. Я вижу потенциал в Молдове. И несмотря на то, что какие-то политические дискурсы, которые у нас происходят, могут пытаться нас разделить и показать, что мы находимся в разных лагерях и что нам нужно замечать разное друг в друге. Я вижу на практике по своим случаям, с которыми я сталкиваюсь, то, что люди на самом деле осознают, что они очень похожи. Я считаю, что люди, в принципе, сами по себе никогда готовы не будут. Это всегда двухсторонний процесс. И через 10 лет я вижу большой потенциал в том, чтобы мы просто больше друг с другом разговаривали. Вот если говорить на личном уровне. Не на уровне, там, не знаю, каких-то оппонентов, которые где-то выступают. Просто на личном уровне разговаривать со своими близкими или со своим окружением, и чтобы они разговаривали с нами и слышали нас, и мы слышали их. И понимали, что все, что есть в наших головах, все наши страхи, они на самом деле нерелевантны. Они просто были вбиты нам в голову с рождения, мы о них не задумывались, но это просто миф, от которого можно избавиться. Pour faire pleurer ma